Как хороша Флорида, друзья мои, и как прекрасен майский день. Вокруг так прекрасно, что хочется дышать, радоваться жизни, смотреть на небо, на эти удивительные перистые облака, на все прекрасное, которое находится рядом, забывая при этом, что находишься в тропической местности, где внизу, в земле, живут такие опасные существа, которые называются огненные красные муравьи. Может быть, вы видели этих ужасных насекомых где-нибудь на каком-нибудь изображении, как вот на этом пакетике? Или читали о них в Википедии? Вы уверены, что их нет рядом, в траве, рядом с вашим домом? Здесь, в траве, их сразу не заметишь. Они не такие огромные, как на этом изображении, которое я вам показала. Они очень мелкие, и они не огненно-красные. Эти мелкие муравьишки сливаются с дорожкой, потому что они имеют неярко выраженный красный цвет. Эти насекомые светло-коричневые, рыжеватые. Однако я уверяю вас, что вы не пройдете мимо и сразу их заметите. Заметите благодаря моментальным массовым укусам, которые они вам нанесут, покусая ноги, руки, если вы будете находиться вблизи их муравейника. Тогда сразу становится понятным название этого насекомого – огненный красный муравей, потому что вся кожа покрывается мелкими красными пятнами, которые пекут как огонь, как будто бы ожог. Получив опыт встречи с этими муравьями и пережив это все на своей собственной коже, я решила создать это видео для того, чтобы вас не напугать, а для того, чтобы показать вам, что в результате, несмотря на тот страх и шок, который вы получите, вы сможете пережить эти укусы, справиться с этим. Я хочу поделиться теми знаниями, которые я получила, когда справлялась с этой ситуацией. Думаю, эта информация будет полезна для вас, и вы можете ее легко использовать. Конечно, если только у вас нет сильной аллергии, потому что аллергия потребует обращения в скорую помощь. Друзья, даже если вы не склонны к аллергии, к сильной аллергии, все равно в первые часы после укуса красных комах вам нужно будет принимать антиаллергический препарат. Поэтому в своей аптеке надо его обязательно иметь. Я использовала вот такой антиаллергический препарат. Пришлось принимать его 3 раза в день по одной таблетке в течение 3 дней. Однако первое, что вы должны сделать, получив вот эти огненные укусы муравьев, это отправиться туда, где есть вода, или вылить на себя воду, на ноги, на руки. Я лично побежала и сразу же приняла душ, чтобы смыть себя со всего тела этих комах. После этого надо срочно смазать места укуса перекисью водорода или спиртом, или любым антисептиком, который у вас есть в аптечке. После этого надо намазать мазью от укусов насекомых. Если она у вас тоже есть, возможно, у вас есть какая-то из этих мазей. Я применяла эти кремы для того, чтобы уменьшить крепкий зуд и сильную боль, как будто бы я получила ожог. Первые 3 дня, кроме того, что я применяла антиаллергические препараты, я также обезболивающие применяла препараты. И кроме кремов применяла сок алоэ, который наносила на эти раны. А также привязывала на ночь алоэ к тем ранам, которые имели вид волдырей. Лечение не было быстрым, и я видела, что появлялись такие не только волдыри, но и раны, и прыщики, которые были с гнойничками.
Все это меня очень расстраивало. Вы видите фотографии, на которых после укусов прошло уже где-то больше 5 дней. Я применяла также ванночки из ромашки, из календулы, примочки из крепко заваренного черного чая. Раны стали приходить в лучшее состояние после того, когда я вспомнила, что существует бетадин. И я стала вначале обеззараживать ранку спиртом, после чего наносить бетадин. Ранки стали заживать быстрее. В процессе лечения не обошлось без применения также мазей с антибиотиками. И нового крема Эплан. Это я рассказала вам свою историю. Я надеюсь, что у вас все будет лучше. Вы обратитесь к врачу. У меня такой возможности не было. Избегайте встречи с этими насекомыми. Будьте здоровы всегда и счастливы, дорогие мои зрители и подписчики канала Романтический Пегас.